Всем привет! Какое у вас время суток, мы не знаем. Но по нашей доброй традиции заливаем чаек, приготавливаемся. У нас сегодня достаточно интересная будет тема. Заранее, чтобы потом не забыть, ставьте лайкосик. И мы ждем ваших горячих комментариев, обсуждений. Какая у Потому нас что тема? тема сегодня будет женский абьюз. Вот так. Думали, только мужской бывает. К сожалению, нет. Виталик, сталкивался ли ты с женским абьюзом? Это личное. Я думаю, что каждый мужчина, скорее всего, в какой-то мере сталкивался в большей или меньшей. Но я могу ошибаться. Я думаю, это так, просто наши сильные мужчины молчат. И поэтому, кстати, что касается измен, считается ведь, что мужчины главные изменщики. Но на самом деле нету в каком-то количественном соотношении, кто больше склонен к измене, мужчины и женщины. Где-то, в принципе, одинаково изменяют и мужчины, и женщины. Просто женщины об этом больше молчат. Вот получается также и с абьюзом. И я считаю то, что важно такие вещи замечать, обнаруживать и работать над собой, над своим характером. И особенно я считаю, что женский абьюз прекрасно уживается в христианских семьях. Жаль, что так. Прям жаль. Казалось бы, знаешь, с одной стороны, написано, что любите жен, это же немощные сосуды и так далее, да, и любой мужчина, особенно христианин, он, грубо говоря, костями ляжет, чтобы в семье было хорошо. Он много работает, он старается, заботится, но оказывается все-таки, знаешь, как откуда-то, не помню, служить бы рад, прислуживаться тошно. Что-то похожее, мне кажется. Ты не находишь аналогии в этом? Да, что-то в этом есть. И, возможно, вы тоже сталкивались с женским абьюзом. Для этого мы вам расскажем о 10 признаках женского абьюза. Но мы разобьем все-таки, наверное, на несколько видео, хотя бы на 3 видео, скорее всего. Я боюсь, что формат ответа полного, как мы с тобой любим, прям основательно что-то зацепить и прям вот на самом деле, как есть, вытащить все. Возможно, что, скажем так, что если вы дойдете до конца видео и там будет не все, мы опубликуем продолжение. Вот это правильно. Да, если вдруг мы не успеем все за один видос. Погнали, первый пункт. Роль вечной жертвы. Как она проявляется? Это когда женщина постоянно акцентирует внимание на болезнях, травмах и несправедливостях. Например, нужно что-то сделать, и у нее как бы в целом нормально все, как только возникает какая-то такая работенка, у нее сразу поднимается давление, к примеру. То есть постоянно чуть что давит на жалость, что я больна, я вот Да. это и так далее. Там муж, занимайся детьми, я не могу, у меня все болит. Бывает, конечно, так, но, наверное, знаешь, типа, если это очень часто, то надо просить справочку. Ну, я шучу, конечно, это так звучит реально. Вот. Но в целом нужно понять тоже, как чувствует себя мужчина, когда, то есть вот это чувство вины такое навязанное, когда он там что-то просит сделать, даже простое элементарное, но она всегда жалуется, просто всегда жалуется, что кто-то с ней несправедливо поступил, что кто-то ее обидел, что она всегда больная, всегда обделенная. Когда человек выбирает это как стиль по жизни, мужчина от этого страдает. Ну хорошо. А если взять обратную сторону медали, смотри, получается, как я помнишь, как-то говорил о сварливых женщинах, да? То есть они сварливые не то, что они плохо, что сварливые, то есть они всегда хотят справедливости на самом деле, да? То есть сварливые почему? Слишком часто напоминают, сделай то, значит было не сделано, например, и так далее. То есть даже с какой-то стороны сварливость можно оправдать. Ну, совсем как бы в кавычках. Но тем не менее сварливый человек, он
прям требует чего-то положительного. Он же ну, не возникает ссора, потому что что-то хорошее сделал. Хотя сварливый человек даже, наверное, и от хорошего найдет причину, чтобы поссориться. А здесь получается так, что жена давит на жалость, условно, что-то требует, а он и так это. А если ну, мужчина виноват, если он ничего не делает? Просто как понять женщине, смотри, мы с тобой решили поговорить об абьюзе, у тебя есть конкретное понимание как профессионального психолога, как это работает. Мы взяли пока пункт именно, когда давит на жалость. Да. И вот вопрос, а если справедливо? Если он за ней не смотрит, если она больная, если ну, вообще как бы проблема в нем, как он понять, за что ней она... не смотрит? Ну, отдых какой-то, может быть, перегружена работой дома, с детьми не помогает, с бытом, еще там что-то. Вот где граница, чтобы вот ты могла точно сказать женщине, знаешь, ты абьюзер, ты никогда так не скажешь. Но вот предположим, что ты могла бы какой-то виртуальной женщине сказать, ты абьюзер. Ну, давай, скажем, на нашем примере. Если бы я подошла и сказала тебе, Виталик, я себя очень плохо чувствую сегодня, можешь ужин приготовить, к примеру. Ну, без проблем бы договорились бы. Но если я не... Вот это открытая коммуникация честная. Но если я тебе об этом не говорю, а просто хожу и делаю, и такая, неужели ты не видишь, умирающий целый день перед тобой пьеса «Умирающий лебедь». И у меня всяческие позы, но я тебе ни о чем не говорю, а просто демонстративно перед тобой там мерю градусник, мерю давление. Неужели ты не понимаешь, что возьми все обязанности на себя? Как бы такое, что можно договариваться. А когда я тебе ничего не говорю, но при этом заставляю, как бы намекаю тебе, что ты виноват, но ты сам догадайся, в чем ты виноват. Вот это есть женский абьюз. Если я реально себя плохо чувствую, я могу сказать об этом. И мы можем договориться, и все. Знаешь, мне кажется, что здесь дело, возможно, даже ну, сложнее, чем на первый взгляд кажется. Почему? Я уже успел понять, как работает женская механика к моим-то 49. И я понял, что часто женщина само собой подразумевает что-то, не имея злого умысла. Ни разу не имея. Но ты То есть имеешь она искренне думает, что я должен догадаться. Ты, ну, условно, ты искренне думала бы, что я должен догадаться. И я удивлен, когда в нашей жизни ты со мной реально разговариваешь. Я такой, вау. То есть надо действительно, ты говоришь, Виталик, меня сегодня не будет, у меня встреча там, да, все. Я знаю, что ребята придут со школы, надо там что-то сварить, там сделать, там, или разогреть, если ты раньше приготовила. То есть для меня это нормально, но ты всегда говоришь, ну, прям нормально, но ну, для меня вообще-то не привычно. Но, да, за это уплачена своя цена в виде негативного опыта. Потому что когда-то в отношениях я как раз-то не говорила и свято верила в то, что он должен догадаться. Он должен догадаться, что я чего-то хочу, что я хочу подарок и конкретный подарок. Там, вот. Классно, сейчас девушки более такие уже продвинутые, они просто кидают ему ссылку на ВБ или на Озон, и уже намек понятен. Вот. Но в целом я когда-то вот так не говорила. Вот, у меня человек спрашивал, что же ты хочешь, скажи, что ты хочешь, и я сделаю. Меня это оскорбляло до глубины души, и я считала, как это так? Ты должен знать, как любить свою женщину. Я тебя учить должна, как любить свою женщину. Вот такой вот у меня был характер тот еще. Ну, я всегда знал, что ты смиренный лев. Хорошо, скажи, а тогда вопрос такой. Как понять в реальности тот, кто посмотрит наше видео, посмотрит женщины, допустим, замужние. И я думаю, мне очень понравилось однажды то, что ты сказала. Я думаю, ну как я это не знал? Когда женщина плачет, в плане, что она никогда не раскаивается. А если плачет, то только от того, что ее словили, а не потому, что она раскаивается. И меня прям это сломало, тут прям мозг. Я прям вот осознал. И это правда. Я потом понял, что это всегда правда, к сожалению. А так вот здесь вопрос такой. А как понять, что мужчине, что женщина на самом деле абьюзер,
либо он не дотягивает. То есть скажи о мужских ошибках сначала, а потом уже немножко Как мужчине порассуждаем. понять, что женщина абьюзер? Да, да. Во-первых, мы сейчас перечислим 10 признаков, но вообще по себе, когда он понимает, что он всегда чувствует, что он не дотягивает, такой человек на букву «Г», вот, вроде бы старается, зарплату приносит, там, вовремя лампочку поменял, там, чайник починил и так далее, там, как бы я все делаю, там, старается, чтобы семья там и отдохнуть куда-то съездила, но при этом жена им всегда вечно недовольна, и он вот ощущает всегда себя каким-то недо. Вот. Ну, это как одно из таких его самоощущений, но опять же, что это может быть и в силу его личностных особенностей, низкой самооценки и так далее. Хотя, кстати, женщина-абьюзер, она-то и может как раз-то быть только с мужчиной, который позволяет этому всему быть. Хорошо. А с другой стороны тогда, вот если нас смотрят женщины, которые на самом деле несчастливы. Я не думаю, что абьюзер счастливый, не верю. Мне кажется, вечно человеку не хватает Конечно. чего-то. Прям вечно Это как хочется, чтобы было идеально, чтобы было... есть исследование о женской агрессии. Конкретно женском, когда насилие в семье со стороны женщины, когда женщина бьет там, детей, мужа и так далее. Так вот, мужская агрессия не так разрушает мужчину, но женская агрессия разрушает ее саму и меняет ее психику. Она действительно разрушается, и оказывается, то есть там проводили исследования на мозге этих там женщин испытуемых, и вот эта агрессия, она меняла структуру личности и меняла психику человека. Грубо говоря, что женщина злая, она сама ужасно очень сильно страдает от этого, и при этом это меняет ее мозг, ее личность и ее психику. То есть это точно так же, когда человек болен, у него деменция, и либо там у эпилепсика с каждым приступом эпилепсии все больше клеток мозга отмирает, и, скажем, когда они очень часто становятся, то интеллектуально уже интеллект человека падает, и постепенно происходит распад личности, там, либо когда, то есть какие-то такие серьезные последствия на личность. И кто бы мог подумать, что такие же последствия несет за собой женская агрессия. Для меня это было открытие. Хорошо, предположим, что женщина услышала то, что ты сказала, и она подумала, а вдруг я абьюзер? То есть, допустим, до этого момента она искренне думала, что муж такой, прости, лошара, да, что вечно он там этого не достиг, тут он не сделал, тут он никакой. У нас прошлое видео было, да, что у соседа трава зеленее, да, что соседский муж как бы лучше. Вот он то сделал, то. Не видя реальной жизни, кажется, что хорошо все. И вот она такая разочарованная в своем муже, все. И сейчас она, например, смотрит видео. Ты можешь помочь сейчас ей определить условно? Смотри, я когда поступал на MBA, у нас был тест по Адизису, да, и я оказался интегратором, да, то есть я даже не знал слова такого в начале. Но потом из 4 направлений я точно знаю, кто я, как бы, в профессиональной сфере, да, вот. И если здесь какой-то тест, самотест какой-то условно, можешь ты сейчас сказать, чтобы вот она подумала и решила, да, я абьюзер. Или такая, нет, это не про меня, сори, прям нет. Все, вообще уйду с этого канала, мне тут не интересно, не обо мне. Во-первых, если человек это признает, это уже, значит, это такой не до конца абьюзер. Настоящий абьюзер. Никогда не признается. Да, он... Знаешь, это как Вот женщины, дела-то. как раз женщины, которые считают себя плохими матерями, они-то как раз оказываются самыми лучшими матерями. Женщина всегда, которая считает, что она недостаточно хороша, как мать. А женщина, которая действительно недостаточно хороша, как мать, она как раз никогда этого не признает. Вот, поэтому здесь это какой-то, наверное, положительный моментик. Если человек задумывается об этом, значит, он все-таки думает о комфорте тех людей, которые рядом с ним,
и задает себе вопрос, а счастлив ли мой муж со мной? А счастливы ли мои дети в нашей семье? Насколько им хорошо, насколько им хочется возвращаться домой после работы, детям после школы, насколько они ценят вот семейную эту жизнь. Да, я как-то Вот. тебя спрашивал, ты счастлива со мной? Ты не жалеешь о том, что вышла за меня замуж? Конечно, нет. Но а женщинам посоветую, наверное, есть много, конечно, несколько вот как бы рекомендаций. Если все-таки я чувствую, что, наверное, я немножечко своего дорогого чуть-чуть подпиливаю. Вот. Самый, наверное, совет номер один, хотя я вообще не люблю советы. Вот. Я скажу рекомендация. Рекомендация номер один – это практиковать благодарность. Что когда мы замечаем сильные стороны партнера, а не только его ошибки, как бы это ни было странно, начинают, как бы сказать, развиваться вот эти его как раз-то сильные стороны. Есть такой закон, вот как будто бы вот куда направлено наше внимание, туда направлена наша энергия. Соответственно, куда мы направляем свою энергию, то и растет, мы это питаем. Если я смотрю только на негатив, если я вижу только негатив, я питаю тем самым негатив, я его умножаю. Помнишь, у нас была тема «Счастье любит тишину»? Да. Вот, Прям и мы очень говорили, такая острая а оказалась. почему так получается, что как будто бы, когда мы счастливы, мы об этом молчим, потому что счастье любит тишину, а если случилось что-то плохое, то мы об этом говорим. И в итоге мы открываем ленты новостные, и там только негатив. Мы им напитываемся, и мы дальше его транслируем. И таким образом несчастье только умножается. Вот. Можно начать хотя бы с семьи, умножать счастье через благодарность, через внимание к положительным сторонам своих близких, замечая их таланты. Неважно даже, что он там разбитую вазу пошел убирать и там не все заметил, что спасибо за эту инициативу, что я ценю, что ты захотел мне помочь. Вот. И я вот жалею, что когда-то я у своего ребенка отнимала веник, такая вот, да, я сама, быстрее будет, надежнее. А теперь уже такие инициативы от него бывают крайне редко. Поэтому своевременно их нужно поощрять. Сейчас бы я бы уже так не делала. Вижу, что ребенок взялся за тряпку. Как бы это ни сделал, говорю, молодец, умница, красавчик. Вот. И это касается не только ребенка, но и мужа. Не так, что «Ай, ты криворукий, просила же, что ты там сделал?» Да, а когда вот, дорогой, я благодарю тебя. Ты у меня самый вообще, ты такой умница. Ты вот взял, вот сам эту розетку прикрутил. Я вот не понимаю, как это сделать, а ты сделал. Ты герой. Вот. Скажи, а ты можешь разместить, мы можем разместить ссылочку под видео, например, на какой-нибудь тест, на котором женщина, которая уверена, что она точно не абьюзер, но решила просто по приколу проверить, и зайти сдать какой-то тест онлайн, есть ли такие тесты, чтобы понять о себе немного? Надо глянуть. Честно говоря, на предмет женского абьюза Ну, прям интересно. есть ли тестирование, потому что по типам личности таких море очень. Это редкая тема. То есть в том-то и дело, что она вообще не на поверхности. И об этой теме вообще замалчивается. Как ты правильно сказал, даже вначале ты спросила, ты сталкивался с женским абьюзом? Мне прям, понимаешь, мужчине тяжело ответить, если да. Тяжело ответить. Даже, кажется, невозможно. Всегда он герой, всегда он, как бы так, никто не хочет признаваться.